Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Ева Лорман, и сегодняшнее видео я решила посвятить такой своеобразной фишечке. Вот таким кистям, которые я приобрела на Алиэкспрессе. Они необычной формы и, конечно же, привлекли мое внимание. И мне хочется с вами поделиться своими навыками, которые я приобрела, работая с этими кистями. Я выделила для себя 3 основные кисточки, которыми можно рисовать декоративную роспись. Или в данном случае я эту роспись называю королевский вензель, потому что он очень объемный, такой мощный. И самое главное, что он необычной формы, этот вензель. Так, ладно, о нем попозже поговорим. Обратите внимание на первую кисточку, которую я буду рисовать. У нее 2 ножки, и эта волшебная кисточка за одно движение делает 2 головки вензеля. Вот, собственно, ее и уникальность в необычной форме ворса, что позволяет нам делать вот такие виртуозные, красивые движения. Видите, как это все происходит? Это очень прикольно, когда начинаешь рисовать такими кисточками, потому что это даже, знаете, так скажем, не всегда обычной кистью сможешь сделать такую же прорисовку, как ты делаешь вот этой кистью. Вы видите, что я периодически показываю, что дорисовываю обычной круглой кистью. Но вот именно вот это волшебное движение, одно движение и 2 головки уже вензеля, это, конечно, очень прикольно. Мне, например, это очень понравилось, и я, так скажем, воодушевилась. Я поняла, что эти кисточки стоят внимания, стоят того, чтобы сделать им обзор и посмотреть, что... Хотя, я должна вам сказать, в видеоролике или как фото, которое было прикреплено к этим кистям, я не увидела ничего такого сверхъестественного в них. Я бы сказала, что детский сад, конечно, был там прикреплен. То есть, но своими какими-то мозгами я понимаю, что такие кисточки должны что-то делать другое, так скажем. И поэкспериментировав, я поняла, что это волшебная палочка-выручалочка для многих людей, которые, например, ну, не умеют рисовать, да. То есть, если взять, например, круглую кисть, то для того, чтобы нарисовать красивый вензель, надо, конечно, посидеть, чуть-чуть потрудиться, прям потратить время на это, на все. А вот эти кисти, по большому счету, одно движение рукой, и, в принципе, у вас готовые уже какие-то листочки, там какие-то завиточки. Да, наверняка вы спросите меня, чем я рисую. Я рисую белым гелем с липким слоем, потому что именно с липким слоем гель дает такую вот легкую, туманную, такую дымчатую растяжку геля. Видите, что у нас головка явно такая насыщенная, а ножки уже идут такие воздушные. Вот это сделать можно только белым гелем с липким слоем. Вот вам, пожалуйста, королевский вензель, о котором я вам говорила в самом начале. Он отличается от обычного вензеля, конечно, своей объемностью, своей пушистостью. Мне он очень нравится. Сейчас обратите внимание, что я рисую кисточкой, у которой уже 3 ножки, то есть такие 3 кончика. И такой кистью мы рисуем уже одновременно 3 головки вензеля.
То есть это уникальная кисть, я считаю, первая и вторая, которая дает возможность нарисовать королевский вензель, не затрачивая особо свои нервы, и при отсутствии каких-то навыков рисования вы вполне справитесь с таким заданием, так скажем. Ну а мелкие какие-то детали можно прорисовать обычной круглой кистью. Больше, конечно, хочется поговорить об этих волшебных палочках, которые за одно движение делают такое, что диву даешься порой. Мне очень нравится. И ими рисовать королевский вензель одно удовольствие, потому что такого эффекта добиться очень сложно, друзья. Очень долго училась рисовать королевский вензель. Мне очень нравятся эти объемные листья, но у меня не получалось первое время. И, в общем-то, я какой-то даже отчаяние у меня было в свое время, что очень сложно на самом деле его рисовать. Но тут я, увидев эти кисти, попробовав это все сделать, совершенно случайно для себя, можно сказать, открыла, что королевский вензель рисовать ими просто одно удовольствие. Честно вам скажу, это действительно прям исключение из правил как раз вот в китайском магазине Алиэкспресс, когда ты понимаешь, что есть вещи, которые ты уже не сможешь заменить. Это как раз и есть вот эти кисточки. То есть прямой кистью тоже, круглой вернее, тоже можно сделать такие элементы, но они не дают вот этой растяжки, они не дают этого рельефа, они не дают этого плавного перехода от головки к головке. Понимаете, о чем я говорю? Как круглой кистью, видите, я пытаюсь искусственно создать этот переход. Вот эта красота, вот он наш королевский вензель, я его просто обожаю, обожаю. Сейчас я опять рисую кисточкой, у которой две ножки. И обратите внимание, что если вы хотите, можете надавить на кисть и получите две головки. Если вам не нужно две головки, вы можете не давить на нижнюю часть кисти, чтобы она не прорисовала вторую головку. Друзья, вот королевский вензель, вот вы понимаете, в чем его фишка? Он не такой, как обычный вензель. У него вот такие какие-то лохматые края. Понимаете, о чем? Вот особенно сейчас это хорошо видно. Вот такие лохматые края. И мне это очень нравится. Я прям в восторге от этой кисточки, конечно. Я обожаю такое рисование. Обожаю королевский вензель. Обожаю, честно вам скажу. Я прям одно время разрисовывала такие большие картины этим вензелем. Ну, в общем, да, я люблю это дело. Вот, но когда я увидела эти замечательные кисти, что ими можно это все делать не без особого труда, друзья, я была в восторге. Ну, соответственно, мы мелкие детали можем прорисовать именно круглой кисточкой. И это, конечно, далеко не все, что можно нарисовать вот этими кисточками. Обратите внимание, что, кстати говоря, вот вначале мне надо было заострить на это внимание, я 5 штук ногтей прорисовала сначала сразу этими кисточками, а потом взяла круглую кисть и прорисовала мелкие элементы. Вот, друзья, что я хотела вам сегодня показать. Это замечательные китайские кисти, от которых я в восторге. Пишите, друзья, что бы вы еще хотели, чтобы я вам показала, потому что знаю я очень много, умею я очень много. Единственное, что угадать, что бы вы хотели, я не смогу. Поэтому, пожалуйста, подскажите мне, что бы вы хотели увидеть. С вами была Ева Лорман, и до встречи на новых видеоуроках.